Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы посмотрим онлайн-поединки замечательного топ-игрока Торфина, который на текущий момент занимает 390 место в мире и играет наш герой легендарной колодой Шарик Фриз с кучей сплэша. Будет очень интересно, поехали! Итак, в первом поединке игроки решили дождаться двойного эликсира, причем это была больше инициатива нашего соперника, потому что Торфин хотя бы скинул варварскую бочку, нанес урон, но Дестройер вообще ничего не делал, он только бэмит, причем делает это достаточно некрасиво, но уверен парень в своей победе, но давайте посмотрим, откуда такая уверенность. Я думаю, что он понимает, какая дека у Торфина, в топ-200 даже, в топ-500 мира, большинство игроков знают друг друга, знают, какие будут там колоды. Сейчас, кстати, попытка активировать главное здание при помощи рыбака. Торфин грамотно юзает торнадо, не позволяет сопернику активировать главное здание. Хорошая защита при помощи фриза. Ну, пока что, смотрите. Ой-ой-ой, Торфин неплохой такой урон нанес, причем одним вышибалой. Он даже еще шарик не закидывал. Я думаю, что сейчас мы быстренько снимем улыбку с лица соперника, потому что уже мы начинаем его продавливать. Хотя сейчас очень такая неплохая атака. Прожимается король скелетов, и по левой стороне там еще таран доходит. Уже фриз защиту пошел. Вот так вот навалил соперник нам по двум флангам. Но не зря ждали двойного эликсира. Сейчас начинают игрочки играть просто на полную катушку. Прожимается способность у рыцаря. Пока что шарик мы ни разу не докидывали. Ну, про колоду Торфина мы попозже поговорим. В этом поединке нужно просто следить за происходящим. Сейчас очень опасная атака по двум флангам. Там еще и рекруты. И вот теперь я понимаю, почему соперник бэмил. Реально, тут защититься практически невозможно. К сожалению, начинаем мы с поражения, но я думаю, что дальше Торфин попытается реабилитироваться. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Темный Принц или герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Итак, друзья, давайте вкратце поговорим про колоду Торфина. Она достаточно популярна как на средних кубках, так и на высоких. Это такой себе своеобразный сплэш-ярд. Есть практически точно такая же дека, только с кладбищем. Просто берут фактически кладбище вместо шарика. Сейчас у нас интересный момент. Мы закидываем шарик, соперник закидывает таран. Причем на шарик оппонент забивает болт, а вот мы как-то таран пытаемся законтрить. Но у нашего оппонента хитрая тактика. Он по другому флангу закидывает королеву плюс варваров. Немножко хилятся варвары за счет духа исцеления, но в принципе Торфин здесь должен неплохо защититься, да, и старт поединка для нашего героя просто идеальный. У нашего соперника будет главная ставка на королеву лучниц, которая каким-то чудом вошла в мету. Сейчас колоды с королевой стали опять популярными, хотя особо королеву никак не улучшали. Соперник ставит сборщик эликсира, это бридж спам, то есть сплэш-ярд фактически против бридж спама. Очень большой минус то, что в нашей колоде нет тяжелых заклинаний, поэтому сборщик мы никак не можем контрить, у нас там ни шахтера, ничего, поэтому соперник может эти сборщики наставлять просто сколько хочет. Ну, единственный вариант закинуть на них кладбище, но это так себе. Сложно нам будет контрить призрака. Закидывается еще таран, по другому флангу закидывается бандитка. Ой-ой-ой, очень большая ошибка со стороны Торфина. Неудачно он перетянул призрака на главное здание, и он тоже уже фактически теряет вышку. Но не очень стартовал в этом ролике Торфин, много ошибок. 100 хп у него остается. Сейчас, кстати, классная заморозка на королеву, не дали прожать ей способность. Вот это прикол. Скинуть на королеву фриз, чтобы не дать ей прожать способность. Это, кстати, действенный способ. Призрак закидывается, это минус вышка. Так. Ну, в принципе, не критично. По другому флангу комбинация дракончик плюс шарик. Бандитка закидывается. Бандитку мы успеваем остановить. Ну что, королева все-таки законтрила на шарик.
И сейчас у Торфина будет такое непростое задание. За 40 секунд надо как-то добить эти 386 хп. То есть нам нужно еще на правую сторону закидывать шарик. Вот так вот мы просто идеально начали этот поединок. Но дальше был такой небольшой провал с торнадо. И в итоге уже соперник в очень большом плюсе. Закидывается шарик, прожимается королева и фриз. Опять фриз на королеву. Вот фактически сейчас это было единственное решение. Если бы мы не закинули этот фриз на королеву, то это было бы поражение. Так, грамотно ставятся варвары, кайтим и дракончика немножко. Ну и сейчас, кстати, шансы практически равны. У нас 2900, у соперника 2300, начинается дополнительное время. Надо бандитку остановить. Блин, бандитка врывается. Вот мало карт все-таки наземных у Торфина, всего лишь вышибала плюс рыцарю. И закидывается шарик плюс фриз. Ой-ой-ой. Забил наш герой на оборону, зато провел вот такую разительную атаку. Ну, с ошибками, но это все-таки первая победа. Итак, следующий поединок у нас будет против спелбейта. Еще даже бой не загрузился, только показывают знамя, а я уже вижу, как летит гоблинская бочка. Ну, сразу понятно, что это спелбейт. Остается только узнать, какая это именно вариация. С ракетой, без ракеты. Ну, для нашего героя лучше бы, чтобы там ракеты не было. Кстати, совсем скоро у нас в игре Clash Royale стартует новый сезон. Появится новая легендарная карта Ронин. И я хочу сказать, что это просто имба. Посмотрел там анонсы, посмотрел снэкпики. Ну и, короче говоря, ну это просто какой-то феноменальный юнит, который контрит и Мега-рыцаря, и Мини-пеку, и пеку. Всех контрит, но только против Спарки бессилен. Ну и против Голема, по сути, этот Ронин бессилен. Ну и полностью все у нас изменится в Clash Royale. Появятся новые колоды, появится новая мета. Я думаю, что этот Ронин будет очень популярен. Но, скорее всего, в колоду Торфина, понятное дело, что его всунуть нельзя. Ну, вместо рыцаря нет смысла его брать, вместо вышибалы тоже нет смысла. Так что у Торфина колодка не изменится. Но следующий сезон у нас в Clash Royale будет интересный. Не добавляли новых карт больше, чем полгода. Был какой-то застой, только эволюции, только герои. Наконец-то новая карта. Вот этого Clash Royale давно не хватало. Но мы давайте дальше смотреть наш поединок. Соперник пытается прокрутиться до эволюции на армию скелетиков. Активно он закидывает свои гоблинские бочки. В принципе, мы уже видим все 8 карт. Нету там никакой ракеты, нету тяжелых заклинаний. Для нас самое главное пройти адскую башню, и все. И шарик должен доходить до вышки. Но вот адскую башню пройти будет непросто. Нам нужен обязательно фриз. Ну, за счет фриза, в принципе, ее пройти возможно. Если бы у нас, кстати, в колоде был бы дровосек, то я думаю, что адскую башню шариком было бы попроще проходить. Но пока что играет достаточно пассивно. Но Торфин ни разу свой шарик не закидывал. Но это такой игрок, который может вообще весь бой защищаться и буквально один раз закинуть шарик и выиграть. Поэтому он пока что присматривается, ищет подходящий момент. И вот комбинация дракончик плюс шарик. Закидывается эволюция на армию скелетиков, закидывается фриз на адскую башню, и сейчас шарик должен доходить. Нет, дратист его законтрил. Вроде бы адскую башню прошли, но дратист соперника выручил. Еще раз гоблинская бочка, очень такой неприятный момент, но вышибала должен нас спасти, но грамотно соперник прожал, своего рыцаря. И вышибала бил по рыцарю, а не по бочке. Но неприятненько пока что у нас все происходит. Может быть, сейчас фланг стоит поменять и по левой стороне закинуть шарик, потому что соперник как-то так поставил адскую башню, что она контрит только правый фланг. Нет, все-таки по правой стороне мы еще раз проводим атаку, и очень неудачно адская башня поставлена, и даже шарик на нее не среагировал, долетает, это победа. Вот это да, ребята, вот так вот все просто. Я думал, будет намного тяжелее, но достаточно уверенно выигрывает Торфин. Ну и, кстати, друзья, еще раз хочу напомнить, что первый час после публикации моих видео я отвечаю абсолютно на все комментарии. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, пожелания про колоды, про видосы, пишите, не стесняйтесь, абсолютно все читаю, на все отвечаю. Понятное дело, что там уже через полдня, на следующие сутки могу там что-то пропустить, уже не сильно в комменты захожу. А вот первый час это ваше золотое время, так что дерзайте. Но мы давайте врываемся в следующий поединок. Здесь, скорее всего, нам опять попадается бридж спам, но на этот раз вариация с гиг-скелета. Мини-генераторы, таран.
Но у нас есть, кстати, вышибала. Вышибала этот таран контрит просто идеально. Кстати, решил Торфин играть с обычной версией вышибалы, не с геройской. Ну, кстати, герой вышибала сейчас уже как-то не сильно актуален. Потихоньку он отходит на второй план. Вначале я им просто безумно восхищался. У меня была куча видосов про героя вышибалу. Но теперь я понимаю, что он уже не такой хорош, как раньше. Итак, закидывается у нас опасно шарик. Сейчас, возможно, будет фриз на бабушку. Но бабушка с шариком не справится. Смотрите, издевательство над бабушкой. Еще вышибала, кинул по ней камень с-под боулинга. И это минус вышка. Да, герой вышибала был очень хорош до нерфа. Он тогда делал 4 баскетбольных броска по вышке. Сейчас герой вышибала делает только 3 броска. Ну и понятное дело, что он уже не так хорош. Сейчас очень такой опасный момент. Там и по левой стороне прорвался таран, и по правой бабушка колдует. Но все в руках у Торфина. Вышку он снес. Главное здание активировал. Но нужно доводить этот поединок до победы. В принципе, я считаю, что Торфин сделал очень правильный выбор. У него герой-рыцарь. Герой-рыцарь может в некоторых ситуациях очень сильно зарешать. Допустим, защитное здание перефокусировать на себя, и шарик долетит. Эволюция дракончика может очень сильно ускорить шарик, потому что Торфин любит комбинацию, где летит шарик и сзади его подталкивает дракончик. Ну и эволюция пламика, это тоже очень важная штука, потому что эволюция пламика плюс фриз частенько сносят вышки. Итак, соперник жестко пушит, пытается он прорваться, но пока что у него, честно говоря, ничего не получается. Остается до конца поединка буквально 30 секунд, закидывается уже все подряд в атаку, прожимается рыцарь, ну все, соперник сдался. Но, честно говоря, это первый разгром сегодня. Снова мы побеждаем бридж-спам. 2 бридж-спама сегодня было и 2 победы. Ну, судя по всему, это удобные колоды для нашего игрока. Итак, следующий поединок у нас, скорее всего, будет против Арбалета. И здесь вряд ли будет какая-то яркая заруба, вряд ли будет быстрая победа. Скорее всего, этот бой затянется на все 5 минут, и победитель будет определяться по снесенным ХП. Потому что невероятно сложно шарик довести до вышки, но и невероятно сложно, чтобы Арбалет пристрелялся. Поэтому будут соперники пытаться наносить хотя бы какой-то минимальный урон. Сейчас оппонент пытался довести своего духа, не получилось, а вот лучница сделала одну тычку. Вот даже каждая тычка от лучницы в этом поединке на вес золота. И все-таки я считаю, что у арбалетчика здесь больше шансов на победу. Если я не прав, поправьте меня. Ставится арбалет, ставится вышибала, ставятся грамотно лучницы. Ну и сейчас очень классная заморозка. Вот заморозка сейчас была просто шикарная. Законтрили мы арбалет, законтрили мы фактически лучниц. И сейчас бы Торфину не помешал бы герой вышибала. Можно было бы прожать героя вышибалу возле мостика, и он хотя бы одну тычку по вышке, возможно, бы сделал. Так? У нас нету героя вышибалы. Ну и все-таки, как я уже сказал, я даю предпочтение арбалетчику, потому что он хотя бы какой-то урон может наносить фаерболами, бревнами, духами. А вот Торфину надо фактически как-то пытаться довести шарик, потому что там у него из заклинаний? Фриз и торнадо, ну с этим много урона не нанесешь. Поэтому я даю предпочтение сопернику. У соперника вышки целые, он пока что играет очень уверенно, поставил Теслу, Торфин уже так вздыхает, думает, как мне это бред обыгрывать. Ставится снова арбалет, очень уверенно играет арбалетчик, сейчас вышибала, классно уничтожает Теслу, классный фриз. Вот смотрите, по сути за счет фриза плюс вышибалы можно законтрить любой арбалет. И опять бы сейчас бы прожать героя вышибалу, но у нас нету героя вышибалы, у нас обычная версия. Вот в этом поединке понятное дело, что лучше бы смотрелся бы именно герой вышибала. Прожимается у нас рыцарь. Соперник не сбавляет темпа, играет первым номером, но Торфину надо потихоньку что-то думать, потому что так можно постоянно защищаться, постоянно контрить эти арбалеты, ну и в конце просто по снесенным ХП проиграть. Ставится очень низко арбалет. Понятное дело, что поединок такой не очень яркий, но с другой стороны... Он очень поучительный. Вот сейчас шарик может долететь. Ой-ой-ой, шарик долетает. Вот и она ошибка. Вот одна ошибка. И шарик сделал сколько там? 2 тычки. И у соперника мало шансов остается на победу. Один раз Торфин закинул этот шарик. Он долетел. Минус 2000 хп. Все, можно теперь просто защищаться. Вот если вы хотите научиться играть с этой декой,
Вот, кстати, арбалет пристрелялся неприятно, фриз. Так вот, если вы хотите научиться играть с декой Торфина, вы должны уметь терпеть, и вы должны обыгрывать такие вот пренеприятнейшие арбалеты. Все, теперь полностью стратегия поменялась, теперь нам можно просто играть на удержание, а вот сопернику надо придумывать что-то, потому что минута 20, у него полвышки потеряно, нужно, чтобы арбалет пристрелялся, причем очень жестко. Он начинает нас закидывать фаерболами, но смысл? Там, даже если лучница сделает пару тычек, даже если какой-то там дух дойдет, ну не хватит у соперника времени, чтобы еще там 2000 хп урона нанести за минуту. Не хватит. Надо именно арбалет, чтобы стрелял. Но пока что у него ничего не получается. А вот Торфин немножко обнаглел. Сейчас закидывает он фриз, и едва эволюция пламика не долетела. Эволюция лучниц законтрила все это дело. 45 секунд до конца поединка. Что делает соперник? Он закидывает нас бревнами и фаерболами. На что он рассчитывает? И вот, наконец-то, ставится арбалет. 35 секунд. Вышибала должен этот арбалет законтрить. Помогает очень сильно эволюция дракончика. Хотя, конечно, эволюция дракончика достаточно спорная. Возможно, бы даже лучше бы смотрелся герой Вышибала. Но, с другой стороны, иногда эволюция дракончика тоже может зарешать. Да, у соперника опять проблемки в защите. Пропускает он и по левой стороне Вышибалу, и по правой немножко провалился. Но, честно говоря, этот арбалетчик очень сильно разочаровал. Я ожидал намного большего. Да, уверенная победа Торфина. Но я думаю, что если бы попался какой-то Бэтфас, то все было бы иначе. Но тут победа есть победа. Смотрим дальше. У нас впереди еще есть несколько поединков. Я думаю, что там будет не менее интересно. Итак, дальше у нас на очереди Гастон, судя по всему, какой-то южноамериканец. И этот Гастон очень непростой парень, который играет с Гоблинштейном. И еще с эволюцией колдуна. Да, давненько Гоблинштейна я не встречал на таких высоких кубках, да и на средних кубках мало кто с ним играет. А вот Гастон не побоялся. Очень какая-то там непонятная дека пока что. Смотрите, рыбак, колдун, Гоблинштейн. Ну что это за дека? Что-то такое авторское, честно говоря. Ну и пока что вообще непонятно, как против этого играть. Там еще, кстати, мега-рыцарь. Сейчас Торфин переходит в атаку. Рыцарь плюс шарик. Там еще, кстати, всадница на баране. Нужен нам срочно фриз. Хороший пламенный дракон. Ну что, шарик долетит? Да, шарик долетает. Одна тычка всего лишь. Не, кстати, вторая тычка прошла от шарика. Очень классно. Ну и всадница, блин, дошла. И в итоге у нас практически равенство, ребята. Да, казалось бы, довели шарик. 2 тычки, но всадницу пропустили. Я вообще не понимаю эту деку. Смотрите, всадница, мега-рыцарь. Ну ладно, но зачем там Гоблинштейн? Я вот все понимаю, вот только Гоблинштейна, этого зеленого монстра. Никак он, как по мне, в эту колоду не вписывается. Хотя, кстати, этот игрочок, такое впечатление, что может Иронина взять после того, как он выйдет в следующем сезоне, вместо Гоблинштейна, допустим. 2 карты еще наш оппонент не показал, но пока что мы выигрываем минимально. Удачи, устрашает наш Гастон. Мы уже боимся. Ставится Вышибала. Ну, Торфин пока что играет достаточно пассивно. Не знаю, по-моему, он еще до эволюции пламенка не прокрутился. По левой стороне закидывается комбинация рыцарь плюс шарик. Ну, достаточно рискованно. Эволюция колдуна. Смотрите, как все откидывает эволюция колдуна. Я вот очень сильно обожаю героя колдуна, но, как по мне, в некоторых ситуациях эволюция колдуна даже лучше. Хороший фриз сейчас. Хороший пламенный дракон, контрим мы все это дело. У соперника 2 угрозы одновременно. Гоблинштейн плюс всадница. Но хорошая вышибала, главное, чтобы там фриза не было. Если фриза у соперника нету, то всадница не дойдет. Нет, она все-таки не дошла. Итак, прожимается Гоблинштейн. Ой-ой-ой, смотрите, очень много урона наносит этот зеленый монстр. Примерно 300 хп. Я вот до сих пор не понимаю до конца его механику. Я до сих пор не понимаю, как он по вышке лупит свои молнии, этот Гоблинштейн. Закидывается снова шарик, всадница его контрит без проблем. Ну, всадницей сейчас мало кто играет. Я не знаю, непопулярная карта, шарик. Но она хороша, шарик не долетает. И вот на нас очень мощная атака. Гоблинштейн, колдун. Прожимается у нас фриз, но молнию соперник кидает. Блин, проиграли такой дикой колоде. Причем проиграли без шансов. Я в шоке.
Итак, друзья, давайте последний поединок на сегодня посмотрим. Здесь нам тоже попадается такой себе своеобразный спелбейт, но на этот раз вариация с буром плюс стенобоями. Мы уже сегодня выиграли у подобной деки. Там тоже была адская башня, но мне кажется, что эта вариация даже более жесткая. Будет нам непросто. Но сейчас Торфин переходит в очень жесткую контратаку. Подкидывается вышибала, подкидывается рыцарь, пламик, еще один рыцарь. Пламика уничтожил соперник. Но идет два рыцаря. Вышибала, еще эволюция дракончика, ставится адская башня. Ну что, фриз будет? Прожимается сейчас рыцарь грамотно. Подкидывается шарик. Мне кажется, что надо сейчас с этой атаки заносить какой-то урон, потому что пока что мы проигрываем. Уже ставится бур грамотно, ставится дратист. Ну, соперник делает все, что может, но фриз на дратиста. Но фаербол, ребята. А фаербол, кстати, не сильно помог, потому что шарик все-таки сделал еще одну тычку. Но когда мы залетели в эту каточку, Торфин просто без шансов проигрывал. Но сейчас он потихоньку начинает камбэчить и уже даже вышел лидеры. Все-таки проходит он эту адскую башню, несмотря на то, что у соперника есть фаербол. К сожалению, Торфин немножко так тильтанул, очень много у него поражений, потому что когда я начинал записывать этот ролик, наш герой выигрывал, но сейчас у него какая-то такая черная полоса пошла, сплошные сливы. Ну, ожидал я, конечно, возможно, немножко большего, но, как говорится, ваши ожидания, ваши проблемы. Но сейчас Торфин может выиграть. Закидывается шарик, ставится паники адская башня, фриз. Ну что, шарик долетит, наконец-то мы уничтожаем эту адскую башню. Пошел урон по двум сторонам, по левой пламик вышибала, по правой шарик. Ну все, ребята, это победа. Ну, спасибо за просмотр, друзья. Всем пока, удачи и обязательно пишите комментарии.